15 минут. Да, и мы в эфире. И мы в эфире. Здравствуйте, дорогие Это друзья. снова мы, дорогие друзья. ДТФ продолжает свою трансляцию из DevGam. Напоминаю, что наш спонсор нашей трансляции компания Game Insight, как вы можете догадаться по прекрасному баннеру. Я бы в жизни не догадался. Да, ну ты недогадливый парень. У нас в гостях разработчик игры, я не хочу там правильное название, Инсомния достаточно, наверное. Инсомния Зарк. Давайте будем корректными. Корректный. Да, и все? Я думал, там есть Инсомния еще... Dark. Все. Я думал, еще есть третье слово. Нет, я зря боялся. Анатолий Некрасов. И да. вот, первый же вопрос. Расскажите людям, которые, скорее всего, не в курсе, что это за игра. Ага, людям, что это за игра? Ну, Insomnia Dark — это игра, это ролевая игра, которая происходит на космическом метрополисе. Если кратко, то так. Это совсем короткое описание. Космический метрополис — это как город Метрополис из... Это, да, как бы можно сказать, что ключевой прототип, такой концептуальный был, это Метрополис 20-х годов. Вот только в нашем случае это такой полузаброшенный город с остатками человеческой цивилизации, который из точки А в точку Б летит уже очень долго, и действие начинается там. То есть это некая антиутопия? Да, получается? это антиутопия. Такой ковчег. Можно Да, включить, кстати, видео уже, чтобы наши зрители могли видеть. То есть это РПГ, в сеттинге такого мрачного ретро-футуризма, РПГ реалтаймовое, не пошаговое, которое действие происходит на космическом метрополисе, то есть такой вот жирненький сеттинг у нас получился, собственно говоря. На какой стадии находится игра? На стадии финальной. Релиз у нас будет, я так полагаю, осенью. То есть, в принципе, мы сейчас дорабатываем переводы. Очень плотно мы работаем с балансом и тестированием, потому что с визуалом мы уже давно все закончили. Выглядит игра. Мы довольны тем, что сделали. Да. Это то, что мы хотели сделать визуально. В плане геймплея у нас еще есть работа. Есть над чем поработать. То есть это касается интерфейсов. И в первую очередь это касается боевых механик и механик взаимодействия, потому что лучше 100 раз перепроверить. У нас есть время, мы сейчас активно занимаемся именно правками геймплея, балансов. Улучшаем все, что можем улучшить к релизу. А не та ли это игра, которая... у меня есть почему-то ощущение, что я читал еще, как долго вы находитесь в разработке? Мы находимся в разработке весьма долго. То есть это уже начал я разработку, вот лично я как автор проекта, разработка началась лет 6 назад, когда я сел и сказал, нужно делать. Это не про корабль, как это называется? Корабль потомков, или как это правильно называется? Когда корабль летит очень долго. Да, он летит очень долго. И меняются поколения. Меняется поколение, игрок оказывается как один из обитателей этого корабля. Спустя 400 лет после того, как они вылетели с планеты, которую пришлось покинуть, и впереди их ждет некая точка эвакуации, куда они все стремятся. Это же как, если я не ошибаюсь, это было у Хайнлайна, да? Я сейчас могу чуть-чуть соврать. На самом деле, после того, как я занялся разработкой этой игры, которую хотел делать, я начал много читать, много фантастики, и понял, что уже довольно много было таких сценариев. Валли тот же самый. Да, Валли, это похоже. Но у нас все вот такой вот. То есть такой у нас космический постапокалипсис, можно так его назвать. То есть там главный принцип, есть даже выражение для этой концепции, словосочетания. Там главный принцип в том, что люди, которые вылетели изначально, и люди, которые сейчас летят на корабле, они уже даже не знают основной цели. То есть есть некое какое-то далекое светлое будущее впереди, но из-за того, что столько времени прошло, они уже даже и не думают. У них уже свои какие-то насущные проблемы. Все верно. И в игре будет довольно много версий предоставлено игроку, почему улетели и куда мы летим на самом деле, и летим ли мы вообще или не летим. То есть концепций будет игроку предоставлено много, какую выберет он, станет понятно. Там что-то расскажет сюжет, приоткроет, скажем так. А в смысле, какую выберет он? То есть будет некая вариативность сюжета? Нет, в какую историю поверит он. Потому что у нас тут, есть разные фракции, у всех своя версия.
Ну, как бы есть общая тема, которой якобы все следуют, но у разных фракций есть свои такие версии и свои цели. Это игра в открытом мире, в полуоткрытом мире или линейная? Я бы сказал, что это игра в полуоткрытом мире. Вот сейчас будет глобальная карта. Это туториал сейчас показан, поэтому локации на станции не открыто. А до этого мы видели хаб, где проходили мимо мирных жителей, которые не Да, нападали. это была одна из локаций городских, то есть, в принципе, это будет набор локаций и случайных встреч, которые мы вот будем таким способом открывать или находить, или по сюжету, или они будут случайно происходить встречи. То есть не все на корабле враждебны главному герою? Нет, не все враждебны. И вообще, на самом деле, у нас боевой части, ну, как бы она есть, ее прилично, но довольно много времени игроку предстоит ходить, общаться, разговаривать с персонажами. Диалоговая система? Диалогов у нас довольно много. Что да. с выбором? Это же РПГ. Да, это РПГ. И, скажем так, количество концовок у нас сейчас в работе. То есть я скажу, что их в районе 10, я бы так сказал. А к чему игрок придет в конце, ну, это уже игрок решит сам. Вариативность прохождения есть. Вариативность прохождения, конечно, есть. И, потому что это ролевая игра. Да, какая основная задача у главного героя? Скажем так, игрок, сейчас это не игрок, это один из персонажей, который будет спутником игрока попозже, станет, ну, на время туториала. Игрок у нас появляется как гражданин вот этого общества, появляется он во время неких специфических действий, то есть тут происходит некий катаклизм, и появляется некая угроза для всех жителей станции, что станция никуда не прилетит. И задача глобальная – это, ну, решить, что с этим делать. В принципе, игрок будет в каком-то плане пытаться понять, что происходит, и пытаться понять, как спасти станцию. И вообще, стоит ли ее спасать или не стоит. То есть, я понимаю, что финал может быть, ну, то есть, насколько велика вариативность финала. То есть, может быть такое, что игрок решил там условно никуда не лететь и развивать сюжет только на корабле, или что можно улететь на неведомые планеты и еще там как-то угорать? Ну, я знаю, тут точно могу сказать, что вариативность, будет весьма полярная, то есть будут весьма радикально различаться концовки в зависимости от того, что игрок захочет или сможет сделать, потому что в каком-то плане по текущей концепции у нас игрок может проиграть, если он играл не так, как требует от него некоторая концовка. Если он попытается приблизиться к ней в конце, он ее не получит, потому что он играл не соответственно этой концовке. Что будет влиять на это? На это будут влиять прохождение квестов, какие квесты он берет и как их проходит. И я бы не сказал, что в каждом квесте будет огромная вариативность, но квестов будет много. И в целом у этих квестов будет 2-3 довольно явные концовки, отличающиеся у каждого квеста. И совокупность вот этих квестов и какую версию прохождения он выбрал, будет оказывать влияние на концовку. Я правильно понимаю, то есть по сути можно будет попытаться взять концовку плохого парня, если ты отыграл хорошего, и тогда ты потерпишь фиаско некое. Я бы сразу сказал, что отыгрывать здесь плохого или хорошего будет условное довольно... обозначение. Ну да, в принципе, да, можно в конце сказать, идите нафиг, ничего не хочу, отстаньте от меня. Вот. Но опять же, быть плохим или хорошим парнем здесь будет довольно сложно, потому что, у нас была такая задача, не сделать таким понятным прохождение вот этих сценариев и, в принципе, сделать его довольно-таки реалистичным и в каком-то плане драматичным. Это подразумевает то, что ты будешь не всегда получать то, что ты привык получать, в классических РПГ. Я имею в виду старых РПГ. А вот сейчас мы, я так понимаю, видели взлом на экране. Это хакинг. На текущий момент записания видео он выглядел так. Это одна из мини-игр, которые есть в игре. А какие фичи есть в игре, которые вы бы могли отметить именно? Из фич это, естественно, стилистика, это такой специфический сеттинг. Я скорее про геймплейные фичи. Про геймплейные фичи. Сейчас я попробую сориентироваться. Это такой
На самом деле здесь нет какой-то, ну, то есть у нас не стояла задача там что-то сделать особенное. Просто есть вещи, про которые я бы не хотел говорить, потому что это спойлер. Окей. Да, это, в принципе, связано вот с этим особым появлением игрока в мире. И то, почему он в каком-то плане особенный. Но, в принципе, мы старались сделать такой приятный для нас микс сюжета и боевки. Ну, тот, который мы считаем нужным, да, и то есть мы двигаемся в этом направлении. Задача стояла сделать интересную, приятную РПГ с хорошей такой тягучей стилистикой, где как бы в меру есть и боевки, и некоего сюжета, да, там какого-то даже, можно сказать, квеста там в стиле Сибири, который нужно выполнять. А на что похожа боевая система тогда, вот, если можно объяснить? Потому что я сейчас пока что вот я смотрю и до конца не могу понять, это боевка больше в стиле Бэтмена от Rocksteady, или это боевка в стиле Dark Souls? Это скорее микс вот как раз, да, там Бэтмена и Dark Souls. Но опять же, боевка сейчас сильно перерабатывается. Я думаю, она будет значительно отличаться от того, что есть сейчас. Ну да, у нас есть ближний бой, у нас есть дальний бой. В принципе, игрок будет умирать довольно быстро, если он будет вести себя неправильно. Какой-то высокоуровневой системы противников, там оружия нету, то есть все довольно реалистично и в каких-то замкнутых там рамках, близких друг к другу. То есть классное оружие не будет там лучше в 10 раз, оно будет чуть лучше, но найти его будет сложнее, как бы. Скорее всего, будет геймплей усложняться к концу. Крафт присутствует в игре? Да, крафт присутствует в игре, частично присутствует стелс в игре, мини-игры, хакинг, взлом, ремонт, поломка оружия. Все это есть, и мы сейчас все это пытаемся свести лучше вместе, чтобы это работало. Очень может быть, что что-то вылетит. Возможно, даже к лучшему. Иногда возможно, лишние да, фичи, я честно врезать. скажу, мы уже вырезали много, и на самом деле мы сейчас занимаемся такой зачисткой контента, потому что проект реально творческий, он не делался как системный проект, где все мы делаем вот такую игру, вот так вот, чтобы... То есть мы хотим вот это. Хакинг, вот всякие вот эти фичи типа хакинга, крафта и так далее, это все на прокачке построено? Да, это все построено на прокачке, и в принципе игрок, у нас прокачка свободная, то есть кого игрок захочет из себя сделать, того он и сделает. Вы говорили про напарников. Как это? Это будет какая-то механика связана или это только сюжетный ход? Это скорее сюжетный ход. Периодически нам нужны напарники, с ними можно взаимодействовать. У напарников будут свои линейки квестов, но по большей части напарники это у нас второстепенный контент. По большей части есть напарники, которые нам обязательно нужны для сюжета. То есть, не геймплейно это будет задействовано. А сколько будет стоить игра? Честно скажу, я боюсь соврать, потому что этим занимается наш издатель, этими вопросами. Я поэтому сейчас, не хотел бы говорить. Давайте так, сейчас. Я думаю, что больше $60? Нет, меньше? конечно, меньше. Сейчас, подожди, меньше 50? Нет, я думаю, что это будет в рамках $30, плюс-минус, даже не плюс, наверное, это 20-30. То есть примерно вот такой разброс. Но это предположение с моей стороны, я могу ошибаться. Если что, мы предупредили, лутбоксы, скины. Нет, ничего этого не будет. Королевская битва? Нет, ничего это не будет. У нас сингловая игра. Скорее мы будем, если что-то и будет, какие-то DLC, то это будут дополнительные сюжетные DLC, которые мы законсервировали в свое время, и они требуют, времени на разработку. То есть если мы будем делать какие-то, опять же, это вопросы открытые. Но, опять же, никаких лутбоксов, королевских битв не будет. Консоли? Это вопрос довольно-таки сложный, с ним будет понятно после релиза, потому что, довольно специфическое управление, и нам потребуется, усилия и средства, чтобы вывести на консоль. А на ПК не будет поддержки геймпада на старте, да? Потому что я люблю играть на ПК с геймпадом. Скорее всего, нет. Я не думаю. Мы работаем с Linux и там Mac версиями. Посмотрим, насколько будет это успешно. Вроде бы все в порядке пока что. Подумайте над геймпадами, потому что если говорить о боевой системе в духе Dark Souls, то она, конечно, очень сильно выигрывает именно с игрой с геймпада. Если, конечно, будет возможность, я понимаю, что это не всегда просто физически
Да, да. на это как хватает бы ресурсов. Сейчас, да. сейчас у нас задача, как мы хотим, в сентябре зарелизиться настолько хорошо, насколько мы можем, и сделать настолько как бы много улучшений к этому времени, сколько получится. В сентябре именно релиз уже финальный, да? Я бы сказал осенью. Осенью. Ну осенью, да, в смысле, осенью. релиз, то есть не early access, ничего. Нет, нет, у нас не будет early access.